Добрый день, дорогие друзья! С вами Павел Платонов. Всем большой иерусалимский привет! Сегодня мы приехали в замечательное и очень любимое и посещаемое место отдыха для взрослых и детей. Это уникальный иерусалимский библейский зоопарк. Официальное его название – Библейский зоологический сад в Иерусалиме имени семьи Тиш. Почему именно этой семье? Семья Тиш, а не какой-нибудь другой. Потому что пожертвование этой семьи из Нью-Йорка составило $5 миллионов из 30 миллионов, которых стоило воплощение идеи создания нового зоопарка именно здесь, в живописной Белой долине, долине Белого источника, которую вы сейчас видите за мной, и с которой вы скоро более подробнее познакомитесь. Новый зоопарк был открыт в 1993 году. Чем же так уникально это место? Кроме всего остального, а есть немало причин для уникальности, его делает таковым коллекция животных, упоминаемых в Библии. Сегодня в экспозиции зоопарка содержится более 200 видов животных. В общей сложности зоопарк содержит более 2000 экземпляров. Кроме этого, зоопарк ведет программу по спасению вымирающих животных. Рассказывая о подобных местах, я просто обязан вспомнить основателя идеи и создателя первого зоопарка библейских животных. Это Аарон Шулов, профессор зоологии Еврейского университета на горе Скопус. Его именем названа центральная улица этого замечательного места. Самые первые животные появились у него в 1940 году. Это был маленький уголок природы с парочкой обезьян и одним вараном. Он хотел создать своим ученикам площадку для исследований и собрать коллекцию уникальных животных, птиц и рептилий, упоминаемых в Библии. Немало трудностей стало на его пути. Это и бытовые, соседи так активно жаловались на шум, запахи и на опасность жаловались, которые могут представлять сбежавшие якобы животные с зоосада. И более серьезные. Перевод многих названий животных был неясен, а многие животные попросту уже исчезли в природе. Тогда в концепцию создания зоопарка, помимо библейских, добавились также и вымирающие виды животных. Первые 4,5 гектара земли, выделенные под зоопарк, находились недалеко от старого города Иерусалима. Жалобщики, конечно же, были. Но 6 лет зоопарк все же развивался, и в 1947 году уже насчитывал 122 животных. В 1947 году зоопарку предложили новую территорию на горе Скопус, это восточной части города. Вскоре началось тяжелое время войны за независимость государства Израиль. Территория буквально простреливалась. И работники зоопарка вынуждены были кормить животных по ночам, чтобы не стать мишенями для снайперов. Когда Иерусалим был в осаде, кормить животных стало буквально нечем. И плотоядные животные начали вымирать. Потом отпустили на волю тех животных, которые не представляли опасности и могли сами себя прокормить. Но коллекция животных почти вся была утрачена. После войны в 1949 году с помощью ООН переместили оставшихся животных в Западный Иерусалим. Сам Аарон Шулов писал, что осталось лишь 2 волка, гиена, лев и леопард. По другим данным, животных было 18. В этом месте зоопарк и развивался до 1991 года. Вырос до 28 гектаров, приобретая и расширяя свою коллекцию животных, став вскоре любимым местом горожан. В 1967 году в ходе 6-дневной войны погибли от шрапнели и случайных пуль 110 животных. Не хватало денег, Аарон зачастую работал бесплатно. Первопроходцам ведь всегда нелегко. Но вскоре появились и влиятельные сторонники Иерусалимского зоопарка.
В частности, мэр Иерусалима Тедди Коллек. Он стал активным сборщиком средств для переноса зоопарка в новое место и развития его до уровня суперсовременной достопримечательности для любых слоев граждан. И для религиозных, и для светских еврейских и арабских семей. Еще раз напомню, в 1993 году новый суперсовременный зоопарк был открыт. Создатели зоопарка отказались от традиционной концепции клеток и вольеров для животных и создали удивительную структуру, где животные отделены от посетителей канавами, рвами, мостами и стеклянными окнами. А на случай холодной погоды такие вольеры оборудованы специальными убежищами для животных. Это одно из моих любимых мест в зоопарке – искусственное озеро, где можно увидеть одновременно белых и розовых замечательных фламинго, пеликанов, уток, лебедей разных цветов и других пернатых. Розовая окраска этих замечательных птиц фламинго происходит от питания маленькими красными рачками, в которых содержится каротиноид. В зоопарке невозможно обеспечить такое же содержание каротиноидов в корме, какое они потребляют в природе. Поэтому в их корм добавляется пищевой каротин. Родители вскармливают молодых фламинго птичьим молоком, которое окрашено в розовый цвет из-за питания птицы в живой природе. Эта пища выделяется специальными железами в пищеводе взрослых птиц и по питательности сравнима с молоком млекопитающих. Среди самых приоритетных задач зоопарк поставил своей целью сохранение вымирающих видов. В эту категорию входят виды, упоминаемые в Библии, которые исчезли на территории современного Израиля. И в этот список животных попали азиатский лев, считается, что именно такие водились здесь 800 лет назад, сирийский бурый медведь, подвид которого водится в горах Сирии, персидский леопард, нильский крокодил, иранская лань. Есть целая программа реинтродукции, то есть возвращения в природу исчезающих видов. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Боже. 41-й псалом царя Давида. Лани – это эти пятнистые олени. Персидская лань еще и называют месопотамской или иранской, вымерла в ландшафте Израиля в начале 20 века. И многие думали, что этого вида животных больше не существует. Однако в 1956 году на юго-западе Ирана было обнаружено около 2 десятков особей. Это открытие ошеломило защитников природы. Была предложена программа по спасению персидских ланей. Пара пойманных тогда в Иране самцов была перевезена в Германию. Через 20 лет Управление природой и парков Израиля обратилось к принцу Ирана с просьбой подарить несколько иранских ланей для восстановления популяции. Иранский принц удивился, но согласился. Группа ученых отправилась за ланями в Иран. И это был 1979 год. Израильтяне прибыли как раз в момент начала исламской революции. Удалось все же отловить и спасти 4 ланей, причем только самок. Самки прибыли в Израиль на последнем самолете из Ирана. Впоследствии из Германии доставили 2 самцов. Теперь в Израиле, в районах Галилеи, с источниками воды и пышной растительностью живут несколько сотен этих ланей, выпущенных на волю. В Израиле самая большая в мире популяция этого прекрасного животного. Ориксы, которых вы сейчас видите, были вымершими в дикой природе. В Израиле белый аравийский орикс обитал до 30-х годов 20 века. В 70-х годах 20-го столетия последний в мире дикий белый орикс был, к сожалению, убит. Но остались ориксы в зоопарках. Считается, что ориксы упоминаются в Библии 1 раз, в книге Второзакония, среди животных, которых позволено употреблять евреям в пищу. Олень и серна, и буйвол, и лань, и зубр, и орикс, и камелопард. Поэтому израильтяне решили взяться за восстановление популяции этих красивых животных.
и достаточно в этом преуспели. В библейском зоопарке также обитают редкие антилопы адексы, которые живут в африканских пустынях, и в живой природе их осталось менее 250 особей. Окруженный холмами районов Малха и Геват-Масуа, зоопарк занимает долину с территорией в 25 гектаров земли. И есть план по его расширению вплоть до 400 гектаров. Примечательно, что в ландшафте зоопарка используются местные кустарники, растения Святой Земли, многие из которых упомянуты в Библии. А основные маршруты проходят по двум уровням, нижнему и верхнему. Зоопарк очень удобен для посещения инвалидов в том числе. И здесь практически совсем нет лестниц. Вот сейчас позади меня вы видите как раз район Геват-Масуа, где мы с моей семьей прожили практически более 13 лет своей жизни в Иерусалиме. Эта грациозная пара бухарских оленей живет в зоопарке с июля 2016 года. И в этом районе Геват-Масуа даже есть замечательная обзорная площадка на библейский зоопарк, куда можно, в принципе, наблюдать за птицами, даже иногда видеть животных. И мы часто с детьми выходили на эту площадку и любовались красотами этих пейзажей и замечательных панорам. Интересен тот факт, что в зоопарке используется принцип кашрута. Здесь применяют принцип десятины, заключенный в свое время Аароном Шуловым с некоторыми еврейскими компаниями, которые отдают зоопарку десятину, согласно законам Торы Ветхого Завета. Во времена Иерусалимского храма десятина полагалась священникам храма и их животным. А после разрушения храма раввины постановили, что десятина не может быть использована и должна уничтожаться. Но профессор Шулов нашел интересный выход. Животные зоопарка были проданы за символическую плату Коэну, то есть тем, кто носит фамилию Коэн или Леви, потомкам священнических родов, чтобы им можно было отдавать продукцию, относящуюся к десятине. Таким образом, животные зоопарка каждый день получают практически тонну отборных овощей и фруктов через религиозный совет, а мясо и рыба для плотоядных животных предоставляется кошерными мясниками, рыбаками, ветеринарами. Для пищи животных используются также ветви хлебных деревьев, финиковых пальм и олив прямо с деревьев, растущих в зоопарке. А к еврейскому празднику Песах, Пасхи, весь зоопарк очищается от квасного. Животных, которые употребляют хлебопродукты, кормят мацой, а птиц вместо хлебных зерен – рисом. Представляем вашему вниманию площадку под названием Африка. Здесь обитают жирафы, зебры, носороги, антилопа гну и, конечно же, страус. Популяция жирафов в библейском зоопарке довольно мала. И в дикой природе этих животных осталось порядка 12 тысяч экземпляров. Им грозит вымирание, так как мест, где они могли бы жить, остается все меньше и меньше. В 2018 году здесь появился на свет еще один детеныш. Каждый раз, когда в зоопарке рождается новый малыш, это огромная радость. И всех сразу начинает волновать вопрос, какое же имя он получит. Иногда процесс выбора подходящего имени занимает много времени. С этим детенышем все было иначе. Ночь финала Евровидения 2018 года у жирафы Лайла родился детеныш. И победительницей Евровидения стала израильская певица Нета с песней «Той», то есть «Игрушка». Поэтому, когда в воскресенье сотрудники зоопарка пришли на работу, всем уже было ясно, как назовут эту прекрасную малышку. Так новорожденная и получила кличку Той по названию песни, которую исполняла Нета.
Новорожденная весила 100 килограммов. Ее рост 160 сантиметров. Она израильтянка в 3-м поколении. И ее мама и ее бабушка тоже родились в зоопарке. Но ее прабабушка гуляла по саванне в Южной Африке. Когда самка жирафа вырастет, ее рост достигнет порядка 5,5 метра, а вес превысит 1 тонну. Уже через 3 недели после рождения она успела окрепнуть настолько, что ее решено было выпустить на площадку с более взрослыми родственниками. Уголок слонов в зоопарке появился в 1993 году благодаря мэру Иерусалима Тедди Коллоку, который занимался сбором средств на покупку в Таиланде самок азиатского слона по цене $50 000 за особь. В сентябре 2001 года зоопарк получил также 5-летнего слона-самца из израильского сафари. Есть у нас уголок природы огромных размеров под городом Рамат-Ганом в окрестностях Тель-Авива. В зоопарке этого слона назвали Тедди, одну из слоних Тамар, в честь мэра и его жены. Поскольку для обзаведения потомством слон-самец Тедди был слишком молод, а получить потомство очень хотели, то использовали для искусственного оплодотворения слона по кличке Эммет, любимца публики лондонского зоопарка. И уже затем искусственно оплодотворили азиатскую слониху Тамар. На протяжении 21 месяца беременности ей десятки раз делали УЗИ. Врачи отделения акушерства и гинекологии больницы Адасса анализировали образцы крови слонихи, чтобы контролировать весь процесс и предсказать начало родов, срок которых им удалось определить с точностью до дня. Слоненка назвали Габи в честь Габи Эшкара, главного ветеринара слоненка. Габи принял самое активное участие в подготовке появления на свет слоненка, но не дождался этого радостного события. Незадолго до рождения слоненка Габи Эшкар погиб, к сожалению, в автокатастрофе. На своей последней фотографии он запечатлен момент проведения процедуры ультрасаунда. В этот день анализ показал, что плод абсолютно здоров. А через сутки Габи не стало. Его последними словами стал восторженный возглас, который напечатали в газете Иерусалимского зоопарка: «У нас будет ребенок». Рождение Габи наблюдало более 350 тысяч человек в 108 странах мира, благодаря видеотрансляции на сайте зоопарка. Слоненок весом 90 килограмм родился рано утром в субботу, 10 декабря 2005 года. Когда родился слоненок, то дрессировщик слонов, обняв роженицу, со слезами на глазах сказал: «Я сам отец многодетной семьи, но сегодня уже не знаю, при каком событии я волновался больше – при родах жены или при появлении на свет Габи». Конечно же, он вскоре стал любимцем посетителей. 15 декабря 2006 года зоопарк отпраздновал первый день рождения Габи с воздушными шарами и подарками для посетителей и 100-килограммовым тортом для самого Габи. Когда Габи исполнилось 5 лет, он был перевезен в Турцию. В Библии не упоминается это животное, но говорится о слоновой кости. Похоже, слон ищет пищу, спрятанную в специальной кормушке, умело используя свой хобот. И, найдя ничего, шумом призывает работников дать что-нибудь вкусненькое. Довольно часто меня паломники спрашивают, а чем же питался блудный сын в притче, которую рассказывает Иисус Христос. И вот мы видим такое вот рожковое дерево в библейском зоопарке. Это и есть те самые рожки, которые упоминаются в притче. Ну, иногда их неправильно понимают, принимая за рожки вид вермишели. А это на самом деле рожковое дерево, вот вы его видите, масса плодов прямо вот вокруг меня, здесь выше даже и так далее.
Ну какой же библейский зоопарк обойдется без Ноева ковчега? Вы видите за мной замечательная модель того самого библейского Ноевого ковчега, который используется здесь в зоопарке как центр для развлечений, экскурсионных программ, образовательных. Здесь дети могут посмотреть 3D-фильмы, увидеть выставку интересных картин художников и в конце концов купить мороженое. Познакомьтесь, венценосный голубь из Новой Гвинеи в павильоне тропических птиц. Неожиданно он оказал мне очень радушный прием и долго не оставлял меня в покое. Мы назвали его Феникс. Это огромный павильон с тропическими птицами. А на меня клюет птица. Вот эта замечательная райская птичка подошла ко мне поздороваться, обратите внимание. Это совершенно прекрасное оперение, хохол. Привет, как тебя зовут? Я думаю, это какая-нибудь такая вот явно в тропиках птичка. Привет. Ты будешь украшением нашего фильма, нашего сюжета. Итак, главный герой нашего сюжета – замечательная тропическая птица. Житель вот этого вольера. Она подошла со мной поздороваться. Смотрите, вот такое близкое знакомство у нас с ней состоит. Приветик, тебе нравятся мои брюки, да? Точно, они очень вкусные. Прекрасно. Можно тебя погладить? Привет. Привет. Вот я ее погладил, она совершенно мне доверяет. Какое доброе, хорошее животное. В тропическом павильоне, где создана уникальная температурно-влажностная среда, близкая к реальным тропикам, мы встретили и вот этих замечательных обитателей. Это павильон хищных птиц. Они также упоминаются в Библии как птицы, которых запрещено употреблять в пищу. Видите, буквально они в открытом пространстве. Среди смог сидят и на камнях, вот дальше позади меня. Упоминания о птицах довольно часты в Библии. Итак, например, воробей и ласточки упоминаются в притчах. Ворон, павлин и ястреб в книге Иова. Вороны приносили хлеб и мясо по утру, и хлеб и мясо по вечеру пророку Илии в 3 книге Царств. А голубь в книге Бытия и в Евангелии от Матфея. Также упоминаются ястребы, грифы, коршуны, орлы, цапли, лебеди, ибисы, кречет, совы, филины и другие птицы в книге Второзакония, в главах о запрете на употребление этих животных в пищу. В экспозиции зоопарка есть также вольеры с обезьянами. Для каждой породы свой вольер. Это шимпанзе, у которых даже есть свои имена, и их могут узнать и посетители зоопарка. Также обезьяны павианы-гамадрилы, а есть совсем новый павильон с орангутангами. Роскошных красавцев персидских леопардов можно увидеть только через стекло. Эти замечательные животные жили на территории Израиля вплоть до 60-х годов 20 века, даже в районе Иерусалима, Иудейской пустыни и Галилеи. А сегодня в пустыне Негев на юге страны осталось около десятка особей в живой природе. Сирийские бурые медведи также животные, обитавшие на территории Святой Земли и в библейские,
и до недавних времен. В библейском повествовании есть истории, связанные с этими животными. Медведи известны попрошайки. Посмотрите, как он встал на задние лапы, ожидая угощения. Чтобы заставить его встать на задние лапы, посетительница показала ему огурец, но не дала, так как кормление животных категорически запрещено в Иерусалимском зоопарке. Красотка красная панда – украшение экспозиции зоопарка и живет здесь с 2005 года. Напоминает и лисичку, и собачку, и кошку одновременно. Живет в вольере за стеклом. Зоопарк Библии в Иерусалиме – прекрасное место отдыха для всей семьи. Здесь можно провести целый день, наблюдать за животными, играть с детьми и, конечно же, пообедать, уютно расположившись в специально оборудованных для этого местах. Здесь сумели объединить различные экосистемы – тропики, африканскую саванну, горы Иудейской пустыни и другие. У вольера с львами нас ожидала неожиданная и большая удача. Совсем недавно здесь, накануне Дня Иерусалима, появились малыши, очаровательная парочка львят. Работники зоопарка рядом с вольером даже разместили много табличек с обращением просьбой соблюдать тишину, чтобы львица не беспокоилась. Поначалу отдыхали на лужайке львица и львята одни. О том, что появились львята, мы не знали, и увиденное стало радостным сюрпризом. Это азиатские львы, стоящие на грани вымирания в живой природе. На воле всего лишь 5 сотен этих животных. В зоопарках по всему миру еще 300. Одна из основных причин исчезновения – большая трудность выживания в первой неделе рождения. Но и преследования человека также повлекли за собой исчезновение этих прекрасных животных. В лондонском зоопарке работает центр по восстановлению их популяции. За год по всему миру родилось 13 львят. Наш зоопарк нес так же, как видите, свою лепту. Пока мы умилялись, глядя на возню львят, появился и сам глава семейства. А это лев, царь зверей. Что еще можно сказать? Это он и его семья в зоопарке Библии. Этот некоронованный царь появился здесь 5 лет назад. Зовут его Гир, и прибыл он из Швейцарии. Через год из Германии прибыла львица по имени Яша. Ну и сейчас мы имеем замечательную возможность под открытым небом Иерусалима любоваться этим восхитительным семейством. Похоже, что Гир очень любит своих малышей. Именно этот вид львов водился в Иудее. 800 лет назад на территории Израиля еще жили эти животные.
Сейчас они только здесь, в библейском зоопарке в Иерусалиме. Последних львов увезли в Европу крестоносцы. В библейском повествовании лев упоминается более других зверей. На древнееврейском языке Библии для его наименования используется 6 разных имен: Лави, Лаиш, Ари, Арие, Шахаль и Кфир, и даже женские формы Левия и Лаиша. Наиболее памятные библейские львы – это лев из книги Судей, павший жертвой Самсона, и львы, не прикоснувшиеся к пророку Даниилу. В культуре и истории древнего Израиля лев занимал важное место. Он является символом колена Иуды и царского дома Давида. Сегодня стоящий на задних лапах лев царит в городском гербе Иерусалима. В христианстве лев – символ евангелиста апостола Марка. Дорогие друзья, с вами был Павел Платонов. Спасибо за внимание. Надеюсь, вас вдохновило и порадовало это путешествие в зоопарк Библии в Иерусалиме. Всем доброго здоровья, хорошего настроения и до новых встреч. Подписывайтесь на наши каналы «Россия в красках», «Путешествие с Павлом Платоновым». Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления на новые видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Но это еще не все. Не спешите покидать сюжет. Представляем вашему вниманию музыкальную композицию арт-группы «Запад и Восток» под названием «Я люблю буги-вуги», где артистами являются животные зоопарка.